Всем привет, вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы поговорим с вами о Мертвом море. Мертвое море – это уникальный подарок природы, который помогает людям оздоровиться и обрести долгие годы жизни. Поэтому лечебные туры на Мертвое море пользуются особым спросом у туристов со всего мира. Исцеляющий водоем расположен на самой низшей точке земного шара. Соль, полезные минералы, кислород и чистая вода благоприятно воздействуют на человеческий организм и способны избавить от многих заболеваний. В составе воды также есть грязь, которую в медицине используют для создания кремов и масок по уходу за кожей. Лечение грязью помогает укрепить иммунитет, снять стресс, избавиться от боли в суставах и прогреть организм полностью. Стоит заметить, что вода Мертвого моря обладает высокой концентрацией соли, от чего практически невозможно утонуть. А средняя круглогодичная температура воды не менее 24 градусов Цельсия. Такие условия позволяют приезжать за оздоровлением в любое время года. На самом деле Мертвое море – это вовсе не море, а большое внутреннее озеро, которое питается водами реки Иордан, впадающей в его северную часть. Длина Мертвого моря 67 километров, ширина 18 километров. Граница между Израилем и Иорданией делит его почти точно пополам. Содержание солей в воде Мертвого моря составляет около 30%, в 9 раз больше, чем в любом море или океане. Такая соленая вода непригодна для жизни любых организмов, отсюда и название. За время своего существования Мертвое море носило много имен. Евреи давали ему название Степного, Соленого и Восточного моря. Греки называли его Асфальтовым озером, так как говорили, что в нем находят куски черного битума. Набатеи продавали природный асфальт за большие деньги, преимущественно египтянам, которые использовали его для мумифицирования покойников. Крестоносцы называли это море мертвым, а средневековые мусульмане называли по-разному – зловонным озером, озером Содома и Гоморры и перевернутым озером. На побережье Мертвого моря создан комплекс для отдыхающих, состоящих из отелей, гостиниц, здравниц, лечебниц и спа-салонов. Те, кто побывал хотя бы раз на курорте у Мертвого моря, оставляют только наилучшие отзывы. Ни для кого не секрет, что уровень медицины в Израиле на очень высоком уровне, поэтому качество лечебных процедур понравится каждому гостю страны. После отдыха на Мертвом море человеческий организм очищается, стимулируется кровообращение и обмен веществ, а также улучшается общее состояние кожи. Грязь, климатические особенности, чистый воздух, полезные минералы – вот те компоненты моря, которые делают его чудодейственным источником исцеления от многих болезней. Несмотря на то, что Мертвое море не является пляжным курортом, отдыхающих здесь очень много. Забавное плавание на поверхности Мертвого моря – обязательное развлечение при посещении этого региона. Самый популярный и поэтому многолюдный пляж Эйн-Геди, привлекающий толпы шумной молодежи с громкой музыкой и кострами, который занимает кемпинги и туалетные комнаты. Вход на пляж свободный. В Эйн-Бакеке тоже есть великолепный, но многолюдный пляж гостиницы Хордус, до которого легко добраться, и симпатичный песчаный пляж. Если приезжать не в высокий сезон и не в выходные, здесь гораздо свободнее и тоже бесплатно. У северной конечности моря есть еще пляжи, в том числе отели Бьянкини и Сиеста, а напротив Кумрана очень красивый пляж отеля Минерал. Само купание, а если точнее, то лежание на поверхности воды в Мертвом море оставляет незабываемое впечатление. Но сделать это труднее, чем кажется на первый взгляд. Плыть по воде с такой высокой плотностью практически невозможно. Однако мы дадим вам несколько советов. Чтобы продвинуться вперед, вам придется делать смешные движения, изворачиваясь и отталкиваясь, крутясь вокруг своей оси, как какой-нибудь жук-водомерка, двигающийся по поверхности воды. Так как содержание соли в воде здесь примерно в 10 раз выше, чем в Средиземном море, то попав на тело, вода делает его скользким и маслянистым. Рыбы, принесенные сюда течением по реке Иордан, гибнут в первые же минуты. Их находят выброшенными на берег, высохшими и затвердевшими как камень. Обязательно нужно следить, чтобы чрезвычайно соленая вода не попала в глаза. Это может быть больно и опасно. Если такое случится, сразу же промойте глаза пресной водой. Когда соль попадает на кожу, сразу же чувствуется любая мелкая царапина, и поэтому с серьезными порезами или ранами в воду лучше не входить. Тем не менее, эти предупреждения не должны вас пугать. Это непередаваемое ощущение плавать, подобно пробке на поверхности целебных вод, в окружении суровой красоты иудейской пустыни,
пропитанной древней и библейской историей, в самой низшей точке земной суши. В Израиле каждый путешественник может найти себе жилье, исходя из своих финансовых возможностей и предпочтений. Для любителей роскоши подойдут изысканные апартаменты с высшим уровнем сервисного обслуживания, а также красивым видом на море, джакузи, площадкой для загара, спа-салоном, теннисным кортом, тренажерным залом, фонтанами и бассейнами на территории комплекса. Для тех, чей бюджет ограничен, есть более скромные, но уютные отели со стандартным перечнем услуг. Среднюю стоимость номера в отеле назвать сложно, поскольку выбор зависит от множества факторов. Что примечательно, в воздухе над Мертвым морем содержание кислорода больше, чем где-либо еще. Это способствует созданию эффекта нахождения в природной барокамере. Стоит отметить полезность термальных источников, расположенных по периметру берегов Мертвого моря. Купание в таком источнике поможет привести в действие кровеносную систему и поспособствует тому, что кислород начнет насыщать все органы и ткани вашего тела. Многие приезжают на Мертвое море для того, чтобы лечить разнообразные болезни кожи, нервную систему, заболевания, связанные с эндокринной системой, а также многие другие заболевания. Одна из самых необычных особенностей Мертвого моря заключается в том, что его вода маслянистая на ощупь. Дело в том, что вода его не просто соленая, это насыщенная смесь минералов, в которой невозможно утонуть, и которая обладает лечебными свойствами. На протяжении многих веков, еще со времен царя Ирода, построившего дворец на берегу Мертвого моря, люди приезжали в этот регион, привлеченные целебными свойствами необычного водоема. В последние годы на небольшом курорте Эйн-Бакек появились многочисленные санатории, клиники и роскошные отели, превратив это место в процветающий туристический центр. Однако для лечения многих заболеваний, например кожных и респираторных, полезна не только вода Мертвого моря. Отсутствие пыльцы, теплый и сухой климат, низкий уровень радиации, высокое атмосферное давление, насыщенная минералами грязь, найденная на побережье – все это вносит вклад в современные и необычайно успешные методы лечения. Следствием этой моды стал массовый экспорт продуктов Мертвого моря для применения в косметической отрасли. Кремы и лосьоны, использующие лечебные свойства минералов Мертвого моря, предлагаются в торговых центрах и аптеках сотен стран мира. Однако за добычу целебных минералов приходится расплачиваться, и эта цена видна у южной оконечности Мертвого моря, где были устроены испарительные бассейны. Но виновата в этом не индустрия красоты, поскольку также добываются разнообразные минералы, в том числе поташ, бром, едкий натр и магний для других отраслей промышленности. Сейчас ежегодно уровень воды в море понижается на 1 метр. С 50-х годов прошлого века он упал на 250 метров. Это тревожная цифра. Для этого есть несколько причин, главная из которых истощение пресноводных ресурсов рек, впадающих в Мертвое море. Река Иордан сейчас при впадении в море представляет собой лишь небольшой ручей, так как она перекрыта дамбами, построенными в ходе осуществления различных ирригационных проектов. Площадь поверхности моря в 50-х годах прошлого века составляла 1000 километров квадратных, а сейчас она сократилась до 700 километров квадратных. Еще один немаловажный фактор – добыча поташа и минералов на отмеле южной оконечности моря, в ходе которой как Иордания, так и Израиль выпаривают воду для своих нужд. Если процесс будет продолжаться такими темпами, море полностью высохнет через 50 лет. Необходимо срочно принять меры для предотвращения этого. Власти Иордания и Израиля, заинтересованные в решении проблемы, договорились в 2002 году о строительстве канала из Красного моря, залив Акаба, в Мертвое, протяженностью 250 километров. 400-метровая разница в высоте позволит построить здесь гидроэлектростанцию, а также опреснительные предприятия, которые будут снабжать драгоценной пресной водой оба государства. Однако проект стал жертвой политической ситуации и завис в неопределенном состоянии, как и мирные переговоры.